Как удалить ржавчину с металла? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Коррозия – это результат взаимодействия металлов с влагой и кислородом. Ржавчина, выступающая на изделиях или конструкциях из металла, не только ухудшает их внешний вид, но и значительно укорачивает срок службы. По степени локализации коррозия бывает равномерной, когда ржавчина охватывает всю поверхность металла. Местные, проявляющиеся обычно вокруг разного рода повреждений, сколов, царапин и тому подобное. Межкристаллитные, при которой металл поражается ржавчиной по контуру зерен. Последний вариант считается наиболее коварным, поскольку ржавчина становится заметной, когда коррозией уже охвачены большие площади. Как возникает ржавчина? В быту с появлением ржавчины приходится сталкиваться довольно часто, если металлические изделия не имеют защитного покрытия и контактируют с кислородом и влагой. Конкретные сочетания двух факторов определяют, какого цвета будет проявление ржавчины. Он может варьироваться от желтого тона до красного и даже черного. Коррозионные проявления желтого цвета образуются обычно в том случае, если металлические элементы или изделия длительное время пребывают в воде. Наиболее распространенная ржавчина красного цвета появляется, когда на металл в равной степени воздействуют и вода, и воздух. Черный цвет ржавчины характерен для коррозионных процессов, протекающих при воздействии исключительно кислорода. Катализаторами, ускоряющими процесс коррозии, выступают средства бытовой химии, а также противогололедные реагенты. Коррозии способствуют резкие перепады температуры воздуха, из-за которых на металлических поверхностях выступает конденсат, а также нарушение целостности или стойкости специальных антикоррозийных покрытий. Методы удаления ржавчины. Если вы обнаружили на металлическом изделии или конструкции признаки начинающегося коррозионного разрушения, нужно незамедлительно принять меры, поскольку очаги ржавчины имеют свойство стремительно разрастаться, выводя пораженные элементы или механизмы из строя. Бороться с ржавчиной можно как при помощи специальных средств, так и народными способами, предполагающими использование для этих целей самых простых и доступных ингредиентов, имеющихся на каждой кухне. Хотя эксперты считают, что народные методы эффективны лишь на начальных стадиях коррозии, проявляющихся легким налетом, который удаляется достаточно просто. Более обширные участки, на которых железо преобразилось в гидрооксид этого металла, придется подвергать обработке кислотой, чтобы очистить. Хорошо растворяет ржавчину соляная кислота, если ее нет, можно применять с этой целью уксусную. Механическое удаление ржавчины. Для него применяются как подручные приспособления, так и специальный инструмент. Нужно все же учитывать, что механические способы при работе с глубоко застарелой коррозией недостаточно результативны. Поэтому механическую чистку целесообразно дополнять применением химических средств для достижения отличного эффекта. Применение пескоструйного пистолета. Хорошо справляется с ржавчиной пескоструйный пистолет – устройство, подающее на участки, пораженные коррозией, песок под сильным давлением, которое нагнетает компрессор. При помощи такого пистолета можно бороться с ржавчиной и на труднодоступных участках. Разрушенный слой металла хорошо удаляется под воздействием абразивных частиц песка. Фракция частиц может быть разного размера, это зависит от того, какой толщины слой ржавчины необходимо удалить. К примеру, для обработки крупных деталей и изделий используют песок 2–2,5 мм, для тонких металлических поверхностей 1–1,5 мм. Очищение строя песка, подаваемой под высоким давлением, дает возможность быстро и качественно удалить ржавчину. Но проводят обработку пескоструйным пистолетом исключительно на открытом воздухе, поскольку процесс сопровождается образованием большого количества пыли и высоким шумовым фоном. При выборе этого метода нужно позаботиться о мерах безопасности, работать следует в защитной одежде и респираторе. Щетки из проволоки или металлическая губка. Этими приспособлениями ржавчина удаляется вручную. Применяется этот способ при очистке участков большой площади, охваченной коррозией, либо сварных швов. Совсем не впечатляет качество очистки, на швах остаются элементы окалины, поднимается пыль. Целесообразно подобную очистку комбинировать с воздействием на металл химических средств. Используем алюминиевую фольгу. При отсутствии других подходящих для обработки ржавых участков средств и приспособлений можно использовать алюминиевую фольгу. Ее кусок сомните в плотный шарик, которым хорошо потрите пораженное коррозией место. Предварительно ржавчину лучше смочить уксусной кислотой или можно применить обычную соду как дополнительный абразив. Абразивные материалы.
Хорошего результата можно добиться при использовании в процессе механической чистки абразивных материалов, наждачной бумаги, либо шлифовальных дисков. Эффективнее эту обработку проводить при помощи электроинструмента с абразивными насадками. Это обеспечит более высокое качество и темпы чистки. Сначала пораженные участки обрабатывают крупнозернистым абразивом, затем переходят на мелкофракционную шкурку или диск. Химические способы удаления ржавчины. Под химическими способами подразумевают применение средств, содержащих в составе кислоты. Работая с этими средствами, обязательно используйте индивидуальные защитные средства, перчатки, а порой и очки с респиратором. В розницу можно приобрести различные кислоты слабой концентрации, подходящие для применения в быту. Лимонная кислота. Ее использование целесообразно в том случае, если требуется очистить от коррозии металлические изделия или элементы, имеющие лакокрасочное покрытие. В процессе обработки лимонная кислота воздействует на ржавчину, оставляя неповрежденной нанесенную на металл краску. Металлическую поверхность перед обработкой кислотой обезжиривают, затем деталь или изделие погружают в емкость, наполненную теплым раствором лимонной кислоты, разведенной в пропорции 80 грамм на 100 мл воды, и оставляют на несколько часов. После завершения химической обработки очищенный элемент хорошенько промывают и высушивают. Глубоко поврежденные ржавчиной места, с которыми кислота не справилась, попробуйте зачистить механическими средствами. Уксусная кислота. Это органическое средство в концентрированном виде отлично растворяет коррозионные слои, но при этом между эссенцией и гидроксидом железа реакция протекает очень бурно, с выделением большого количества тепла. Безопаснее будет применять более слабый раствор или изначально использовать столовый уксус. Обрабатываемый элемент или изделие помещают в емкость, наполненную разведенной кислотой, и оставляют до полной очистки. Если это невозможно, раствор наносят на поврежденную коррозией участок, после чего натирают его жесткой металлической щеткой. Для повышения результативности обрабатываемую зону рекомендуется подогреть при помощи фена либо газовой горелки. Щавелевая кислота. Применяют ее так же, как и уксусную, но раствор разводят в следующей пропорции. На 250 мл воды берут 25 грамм щавелевой кислоты. Винная кислота. Такую кислоту с целью ликвидации очагов коррозии с металлических изделий или деталей лучше применять одновременно с ортофосфорной. Тогда винная объединяет производные железа в тартратные комплексы, а ортофосфорная преобразует гидроксид железа в ортофосфат, который становится эффективной защитной пленкой, покрывая поверхность. Именно по этому принципу работают средства-преобразователи ржавчины, а также Coca-Cola и Pepsi-Cola, если вы не знали. Соляная кислота. Эта кислота – одно из наиболее эффективных средств для избавления от ржавчины. Пораженную поверхность подготавливают к обработке путем ее обезжиривания, затем на нее наносят серную кислоту, либо опускают изделие в раствор примерно на 20 минут. Серная кислота – крайне агрессивное средство, разрушительно действующее не только на ржавчину, но и на неповрежденный металл. Поэтому к водному раствору серной кислоты обязательно нужно добавлять ингибиторы, например, уротропин, чтобы замедлять разрушительное воздействие. Фосфорная кислота. Она применяется для ликвидации ржавчины как в чистом виде, действуя как преобразователь оксида железа в защитную пленку, так и в комбинации с винной кислотой и бутанолом. Пропорция смеси следующая. На литр фосфорной кислоты берется 15 мл винной, а также 5 мл бутанола. Молочная кислота. Эту кислоту применяют, когда требуется удалить застарелую ржавчину. Ее комбинируют с вазелиновым маслом. Сначала кислота преобразует коррозийный слой в лактат, который прекрасно растворяется в вазелиновом масле. Поэтому его удаляют лоскутом ткани, пропитанным вазелиновым маслом. Формалин. Его применяют вместе со спиртом и водой. На 500 мл воды берут 200 мл формалина и 80 мл спирта. Раствором из этих ингредиентов натирают пораженные коррозией участки, либо полностью погружают в него изделия и держат полчаса или немного дольше. Дистопливо. Соляркой часто очищают от ржавчины инструменты и крепеж. Их погружают в емкость с дистопливом на 24 часа, после чего зачищают при помощи металлической щетки и вытирают ветошью. Преимущество этого способа в том, что дистопливо подходит для многоразового применения, длительное время сохраняя очищающий потенциал. Керосин. Для очистки ржавых изделий или деталей можно погрузить в керосин, либо обмотать смоченной в нем тканью, оставив на 24 или 48 часов.
Сильный запах керосина проникает всюду, поэтому емкость с керосином нужно очень плотно закрывать. Либо нужно обрабатывать пораженной коррозией элементы на улице, либо в хорошо проветриваемой мастерской. Специальные средства для борьбы с последствиями коррозии. Они хороши тем, что сразу готовы к применению, не требуют добавления дополнительных ингредиентов. Их два вида – растворители и преобразователи. В состав первых обязательно входит одна из кислот, чаще это фосфорная или щавелевая. Средства этой категории просто растворяют ржавчину, при этом степень агрессивности растворителей к резине, лакокрасочным покрытиям и пластиковым элементам бывает разной. Производят растворители в форме аэрозолей, спреев и гелей. Преобразователи работают по-другому, они вступают в реакцию с оксидом железа, переводя его в нейтральное состояние и превращая в защитную пленку. И кислотные, и бескислотные преобразователи действуют быстро и эффективно. Электролиз. Этот метод применяют, если нужно удалить ржавчину с изделий сложной формы либо с тонкой резьбой. Для этого их помещают в пластмассовую емкость, наполненную водным раствором кальцинированной соды в пропорции на литр воды 1 столовую ложку. Для электролиза также понадобится электрод и любой источник постоянного тока. Это может быть, например, автомобильный аккумулятор. Электрод располагают на определенном расстоянии от подвергаемой очистки детали. К нему подключается плюсовой провод, а к детали – минусовой. После завершения чистки предмет, с которого удалили ржавчину, очищают металлической губкой от получившегося в результате электролиза налета и насухо протирают лоскутом ткани. Воздействие высокой температуры. Ржавчину удаляют и путем нагревания, применяя для этой цели строительный или даже бытовой фен, обычные отпариватели либо газовую горелку. Можно также залить поврежденный коррозией металл крутым кипятком и оставить на какое-то время. Затем пористый слой можно будет убрать шпателем или металлической губкой. Народные методы удаления ржавчины. Эффективность этих методов справедливо вызывает сомнения, но для очистки небольших по площади пятен ржавчины они подходят. Каустическая сода. Достаточно эффективный дедовский способ удаления коррозии. Применение смеси из 300 мл каустической соды, 250 мл формалина и 50 мл аммония и литра воды. Ржавые детали или изделия для очистки погружают в приготовленный раствор. Кетчуп. Его тоже можно пустить в дело, поскольку он содержит в составе щавелевую и лимонную кислоты. Их сочетание позволяет результативно воздействовать на очаги коррозии, на столовых приборах, раковине и так далее. Кетчупом покрывают ржавчину и оставляют размягчаться. Удалить ржавчину с металла в домашних условиях можно, но лучше все же не допускать ее образования. Просто следите, чтобы металлические предметы были всегда сухими. Минимизируйте их контакты с влагой, применяйте специальные средства для защиты их от коррозии. Это поможет избежать возникновения разрушительных очагов ржавчины. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.